Применение мозга, на, существующей в Украине, то, что мы по ошибке называем Украиной, это преступление. Слушал Микола Тараса, слушал, говорит: "Да, вот уж эти клятые москали". Говорит: "А москали-то тут при чём?" Говорит: "Ну как же ж, говорили не делать европейские выборы, но знали, что сделаем все наоборот". Здрасте. Александр, насколько я помню, правда? Ну да. Меня, правда, с Александром здесь все путают. Ну, Александр, да. А вас как зовут? Меня зовут Эля. Понял вас. Вопросы у вас к Александру. Скажите, пожалуйста, Александр, я знаю, что ваша деятельность очень давно началась в рулетке. М, а, Я не буду вам задавать вопросы политического характера. Скорее задам вопрос такого социального плана. Скажите, вот как вы видите, люди, которые вот были тогда и и стали сейчас, что-нибудь поменялось вот в тех, с кем вы ведете ваши диалоги, с вашими собеседниками? А, не, ну я как-то изначально интересовался, ну вот как-то экономикой, там, торговлей на бирже. Как следствие, надо было почитывать политические новости. И как следствие, если что-то, ну и за постсоветским пространством обращал внимание, там следил, наблюдал. Ну вот, ну и как это, первый раз на эту украинскую тему стал активно общаться в 2004 году. Вот, когда был этот оранжевый Майдан. Ну, вроде там все договорились, утихло, но и мое внимание к этой теме тоже как-то ушло. Вот, но тогда люди были, как вам сказать, в 2004 году, у них, ну вот, были какие-то причинно-следственные связи, что вот западный выбор у них, свобода, демократия, там люди на тот момент могли сформулировать, что такое либерализм, что такое демократия, вот, и что такое европейские западные ценности. Это вот дискурс с середины нулевых годов. Вот. Но потом, видимо, разочаровались люди, но и уже через 10 лет к Евромайдану люди как-то перестали читать документы. Вот, было такое явление, я, ну, как-то на публику не выходил, в смысле Ютуба, я в текстовом варианте общался. Это более удобно, потому что, ну как, всегда на комментарии есть возможность подумать над тем, Ответом. что это самое, ну, над ответом, как формулируешь, чтобы на важные детали обратить внимание. Плюс можно как-то ссылки на документы там оставлять и так далее. А вот диалоги в режиме реального времени это много сложнее, особенно когда там тебя перебивают, забалтывают, сбивают с мысли там и так далее. Вот с 2014 года я начал вот как раз вот в текстовом варианте общаться. Вот. И на удивление за 10 лет, что поменялось, это люди как-то говорят, рассуждают на тему документа ассоциации Украины с ЕС, его не читая. Вот Ну, буквально знаете, половина была тех, кто были уверены, что они были в шаге от членства в ЕС, а Янукович не подписал вот какую-то глупую бумажку, понимаете, и зачеркнул их мечту уехать из этой Украины, вот, как потом оказалось, и получать европейскую зарплату. Вот эта европейская ценность-то была у еврооптимистов и националистов, понимаете? Вы я хотели что-то сказать? да, я понимаю, но знаете, это вот как бы, это, как вы считаете, это им подменили понятие или они сами, знаете, что называется, знаете, как дозволили себя оглупить, да, или обмануть? Потому что, знаете, есть такое выражение, что проще, как это сказать, проще признать, что ты, нет, проще, чтобы тебя обмануть, чем, принять то, что тебя обманули. Я сам обманываться рад, вы об этом, да? Ну да, знаете, и главное, что потом очень, очень больно и очень обидно, и именно вот психологически прям ломка идет, чтобы, вернуться, и признать, что ты был неправ.
И я просто к тому, что вот вы говорите, это была Евроассоциация, но многие ведь его называют евроинтеграцией. Ну, это, да, это в информационном пространстве слова-синонимы, да. Что значит интеграция? Ну, более тесное сотрудничество, там, вот, пожалуйста, ассоциация Украины с ЕС, благозвучное название, вроде как шаг на Запад, да, но если прочитать детали, это ограбление украинцев на их рабочие места и внутренний рынок потребления. Вот, ну, если вот сухой остаток-то вынести из этого соглашения. Почему это происходит? Ну, знаете, с одной стороны, все люди одинаковые, понимаете? Не надо же забывать, точнее, не с нами, а с поколением наших родителей произошло, ну, приблизительно то же самое, но чуть пораньше. Вот нам-то оппоненты говорят, что вот они выходят на Майдан, там протестуют против власти. Вот, но как-то их киевский зомбоящик не напоминает, что как-то в августе 91-го года когда советские телеканалы транслировали «Лебединое озеро», это москвичи выходили на улицы, а в Киеве сидели по домам так тихо и спокойно, понимаете? Вот, Совершенно верно. никто там не майданил. Вот, это, ну, вот, как это, с точки зрения там протестов, там выйти на улицы и тому подобное. По итогу-то оказалось, это что же было обманом в августе 91-го года? И я на это обращаю внимание, что поколение наших родителей вот выходило, ну вот, чьи-то, может, не выходили, я говорю о тех, кто выходили, да. Я тогда еще был там ребенком, подростком, и вот наблюдал эти протесты в Москве. По-моему, февраль 90-го года было там 100 или 200 тысяч, там выходили такие протесты, да, и это в основном инженеры, неудовлетворенные самореализацией. Вот, пожалуйста, Советский Союз, а вот, то есть они все умные, да, вот, хорошее образование, может быть, когда поступали, мечтали там о космосе, еще о чем-нибудь, вот, а Буран запускать доверили не всем, как говорится, да, вот. Но и я к чему? Они тоже совершили ту же самую ошибку. То есть то есть оранжевый Майдан, вот он чем-то вот похож, вот какие-то благо глупости в виде мечтаний. Вот, но вы задали вопрос, почему вот так поменялось к 2014 году, и сложность сказать себе правду, да, это есть у каждого человека, и у нас есть, и у наших оппонентов, особенно об этом сказать вслух, это тяжело, но это, если человек говорит, что он не прав, особенно вслух, это проявление скорее силы личности, да. Согласна. Ну да, способность это сказать. И они же это сказали, понимаете? То есть если взять общество, да, и в нем есть разные люди с разными когнитивными способностями. Вот. И в среднем к микрофону подходят люди, если их достаточно много в обществе, то они с большей вероятностью подходят к микрофону и высказывают свою мысль. А поэтому и дискуссии тогда были более конструктивные. Но когда они Ющенку так набороли себе, а пришло разочарование по тем или иным причинам, люди покинули это чудесное государство уже тогда, в середине нулевых или к концу нулевых. Поэтому к 2014 году люди, которые вот могли как-то прочитать документы и содержательно что-то возразить, высказать мнение, их ну, в процентном соотношении стало меньше, люди просто выехали. И я это наблюдал, ну, я в Штатах живу и работаю с 90-х годов, и к нам в компанию приезжали с постсоветского пространства из России, из Белоруссии, из Украины там, и так далее. Но к концу нулевых как-то поток из России закончился, а из Украины и Белоруссии продолжился. Понимаете? Вот, как следствие, это если на большую картину применить, значит, люди, которые могли как-то возражать и участвовать более содержательно в дискуссии, они просто покинули Украину и тем самым признали, что были неправы ногами, может, даже это самое, не осознавая. Вот, ну, вот к 2014 году вот осталась мечта, но не было у людей возможности или желания обращать на суровую реальность, понимаете? Вот, потому что, как это, не везет по Майдану-патриотическому, это когда желанная и вожделенная мечта уступает игнорируемой закономерности, понимаете? Интересная Вот, они мысль. ее, да, но это не моя, это я, по-моему, кто же это сказал?
тоже кого-то процитировал. Это глубоко уважаемый, украинский эксперт, Дмитрий Георгиевич Джангиров это сказал, по-моему. Мгм. Вот, это не мое, вот, сразу хочу сказать. Да. Ну вот Вот, слушайте, но да, я прошу прощения, но ведь это же, вы понимаете, вот, разочарование — это было 14 год, но потом-то, в общем-то, жизнь-то шла дальше. И сейчас вот, я не знаю, может быть, замечали вы или нет, сейчас разочарование сменилось ненавистью. Но другое дело, что оно векторно направлено не туда, куда надо, точнее, так скажем, вполне себе в определенное место направлено векторно. Но другое дело, что имеющуюся ситуацию данное чувство, оно не решает. Как вы считаете? Я говорю про ну, то, что да. я думаю, что по итогам 2014 года у тех, кто мог как-то формулировать мысли, они либо, опять же, покинули Украину, вот, либо их вытеснили. А уж тем более после 22 года даже те, кто негативно относился к России, но критиковал вот этот вот постмайданный режим вот диктаторский в развитии, да, их тоже выдавили из Украины. И если, ну, людей, которые могут связать два слова постоянно выдавливать из общества, то кто останется? Ну, Ну, те, понятно. кто, Давайте мы не будем их характеризовать, но все ну поняли. да. Да, да, да. Ну вот. Ну так, правильно, а такие люди, как правило, знаете, они руководствуются не тем, что здесь, а тем, что очень быстро вот здесь возникает, то есть, эмоционируя и, знаете, как говорится, то есть импульс до серого вещества не доходит. Он, как бы очень быстро остается на уровне сердца и переходит в руки и ноги. Ну, иногда в Ну, рот. но это да, но, понимаете, люди, они, через естественную фильтрацию и последовательность событий остаются те, кто, ну, мягко так сформулируем, как это, ну, чтобы да, не было жестких определяющих слов. Да. Люди наиболее, все дальше, тем больше подходящие под интегральный, украинский национализм, под авторством Дмитрия Донцова, компонентом из которого есть антиинтеллектуализм. То есть ты не можешь думать, ты, любая мысль, которая, так или иначе в принципиальных или не очень вопросах, противоречит генеральной линии, это самое майданно-близких и революционно правильных, считается предательством. Соответственно, люди, даже которые могут применить мозг, а применение мозга, на, существующей в Украине, то, что мы по ошибке называем Украиной, это преступление. Как только ты применяешь мозг, ты становишься, преступником и государственным изменником, предателем Украины. Понимаете? Вот Такой, и все. знаете, Поэтому тоталитаризм какой-то. ну да, но и с этой точки зрения я к чему? Люди, у которых есть мозги, они там все еще остаются, но, им выгоднее, это самое, как это, ам, э, ну, приспосабливаться к той ситуации, которая есть, и Мимикри выгоднее, да-да-да, мимикрировать. и выгоднее, играть, роль полезных патриотов, чем применить мозг и задать неудобные вопросы: "Куда же ты нас ведешь, как-то, дорогой гетьман, несмотря на то, что ты просроченный", понимаете? Вот, поэтому здесь еще есть искусственность, того эффекта антиинтеллектуализма по, Дмитрию, Донцову, да, который мы наблюдаем и можем себя обманывать, что ж они не понимают. Они это понимают, им, опасно для жизни и здоровья сказать правду вслух, понимаете, тем, кто остался. Здесь я с вами во многом соглашусь. Но вы же здесь, и других видите. Я понимаю, что, срез рулетки — это весьма себе не самая репрезентативная выборка, но однако ж, и я в ваших роликах очень много таких видела, которые берут так называемым голосом, без применения, когнитивного вообще чего-либо. А, поэтому там, ну, сложно, мне кажется, как-то перестроить таких людей. Вот что с такими-то делать? Или они сами, А, это
Да не надо с ними ничего делать, понимаете? То есть, я же как-то не универсальная как-то таблетка там для вот Ну, я не излечения про вас. буквально каждого. Вот, я вот общаюсь с человеком, если полезно хоть что-нибудь, значит, у него что-то в голове останется. Зритель, который больше на стороне моего оппонента, он тоже посмотрит, как его близкая ему позиция выглядит со стороны. Может, он со мной, ну, скажем так, словесно не согласится, но в мозгах тоже как это останется у человека что-то. Вот, потому что когда, если в следующий раз они решат кого-нибудь самоусунуть, вот, те, кто смотрели мои ролики, со мной не соглашаясь, скажут: "Давайте не будем самоусовывать, а то будут последствия". Понимаете, да? То есть это вот, позитив с другим знаком, понимаете? Вот, есть и те, которые, ну, реально не понимают. Вот, может быть, там другие блогеры тоже, там вот Евгений Силов в "Правде" по-своему доносит, там есть там вот Инстамен, там вот он тоже хорошо вот, излагает мысли. Там, ну, не только я же, понимаете, каждый по-своему вот, выражает, мысли и свои подходы, понимаете. Но если слова не доходят, ну, значит что? Ну, значит, кому-то могут помочь, холодная батарея и пустой холодильник, понимаете. Это же тоже, Да, и вариант. Но кто-то через это ну да, быстро но быстро доходит. Это я с вами согласна. не всем, понимаете. То есть, там же сразу же, центры незламности и потужности, организовывают. Может, как-то это, спасает от прозрения, самых справжних патриотов. Ну, этим, могут помочь, значит, профессионалы из Вооруженных сил Российской Я у вас Федерации. это тоже Вот и все. слышала. Да. Ну да. Но, ну, понимаете, ну, как это, правда рано или поздно, вот, добро побеждает зло. Это вот, это то, по какому закону живет наш мир, понимаете. И, соответственно, если ты не на той стороне, ты можешь сопротивляться, ты можешь прыгать на батуте, говорить: "Я допрыгну до Луны", но все равно, ну, как-то, сила притяжения, она как-то вот по-своему действует вне зависимости от того, что человек себе там нафантазировал. Как я и сказал, вот он что-то нафантазировал, да, но вот, побеждает всегда игнорируемая закономерность. Вот так вот получается. Да, я здесь с вами абсолютно согласна. И, еще к этому просто добавлю, что, чем дольше человек закрывает глаза на вот эту самую правду, так скажем, да, ну, то есть вот игнорируя вот эти вот закономерности, тем больнее ему потом будет прозреть. Ну, это на мой взгляд. И это по моим наблюдениям, скажем так. Ну, не факт, что больнее, потому что если человеку вот не нужна правда, он может, уколоться информационным наркотиком и вроде как отключиться, а потом вот как-то все больше и больше. Просто понимаете, ну, как вам сказать, вот то, что вы говорите, к сожалению, не работает для всех. Вот кто-то там проникся какой-то идеей, пошел там защищать вот Украину какую-то, да, вот зовнишний агрессор напал, добровольцы пошли, да, и они, не прозрев, уже, к сожалению, потеряли, жизнь, понимаете, и с ними Так уже не я об этом поговоришь. так я как Вот, к раз об этом и сожалению-то, говорю. понимаете? Боль именно остается у тех, кто остается. Ну да, Как бы, да, то есть вот, когда это чей-то отец или чей-то сын, или чей-то брат, я вот об этом, понимаете? ну да. Чем дольше мы игнорируем, вот эти вот самые, как вы сказали правильно, обстоятельства, тем больнее потом происходит это все вот прозрение. Это те, на кого боль действует, понимаете? А у кого-то вот, в другом направлении это все и чувства, и, вот, мы вот чем дальше, тем остается больше тех патриотов, вот, те, которые мыслящие, они сами их выдавливают, понимаете, за пределы Украины. А, остаются патриоты, которые вот, им присущ антиинтеллектуализм и отсутствие любви к, тому, что они декларативно защищают, и больше негатива вот к тому, кого они назначили своими врагами. Ну, Понимаете, да? это да, Вот, ненависть — это э, серьезный наркотик. ну да, да. Вот поэтому там, может, как-то по-другому. То есть, этим людям, вот лично мои какие-то вот эти, занудные беседы вот с роликами, они точно не помогут, понимаете. Это вот какая-то секта свидетелей развала России, понимаете. Вот, и они в своей секте вот во что-то свое верят там и как-то,
и все, да, вот у них какой-то негатив. Но они не понимают, что вот действует, как я уже сказал, это самое закон, что добро всегда побеждает зло. Я это в каких-то роликах уже доказывал, понимаете? Согласна. А Вот, потом, знаете, если еще. мозги включить, это можно понять. Да, еще, знаете, Александр, в этом плане очень, хорошо ложится, на мой взгляд, выражение о том, что, знаете, если человек болен, то выздоровление начинается в первую очередь с осознания и с принятия того, что ты, в общем-то, болен. Да, то есть, как только ты признаешь, в тот факт, что ты, заболел, то дальше Это уже, половина лечения, да. да, да-да, там уже можно будет понимать, куда тебе А люди не обратиться. хотят признавать, я же вам Я говорю, об люди не этом, хотят вот, вот истины. да-да-да, вот это-то самое ужасное. И плюс, еще постоянное вот это вот кормление, с ложки вот этим вот, наркотиком ненависти. Вот, и, вот этот Не, механизм продолжает, да. знаете, у антипроекта, если посмотреть в историю, то есть вот что такое антипроект? Это не делать что-то для себя хорошее, а делать что-то плохое кому-то, да. Эти проекты, они вот яркие, да, но, к сожалению, для их авторов короткие, понимаете? Вот, соответственно, вот тем, кто мечтает независимой Украине, да, надо сначала подумать, а какой проект они хотят вот реализовать. И если это антипроект, антипольский, антиеврейский, антирусский, там еще какой-то, он не получится, это уже доказано. Ну, просто поищите пример какого-нибудь государственного проекта, который долго просуществовал, черпая энергию от того, что они делают что-то плохо другому. Ну, Ну, такого согласна, нет. конечно. Ну да, соответственно, вот эта территория бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, она жила и развивалась и количественно, и качественно, инфраструктурно, наука, образование, медицина там и так далее, будучи вот в русском проекте. Это русское царство, Российская империя, Советский Союз, без независимости. Вот, Мгм. это уже доказано, это медицинские факты, это и количественно, и качественно развитие было. В условиях независимости уже опять доказано, что делают себе только хуже. Вот с 52 миллионов сократились до 20-25. Вот. Согласна. Может быть, это был неудачная попытка какого-то государственного проекта. То есть, если вот сейчас такие плачевные результаты, это не означает, что украинского государственного проекта невозможно придумать. Можно придумать, да, На тех скорее просто всего, кому-то. на тех рельсах, которые он сейчас стоит, невозможно. Нет, разумеется, что если вы, катаетесь на "Запорожце" проржавевшем там, но с какими-то лейблами "Мерседеса" на нем, с европейскими ценностями, то, соответственно, если вам этот "Запорожец" не нравится, вы его разберете, то из запчастей вы, ну, грубо говоря, "Феррари" не соберете, понимаете? Разумеется. Вот, не надо стараться из предыдущих деталей, компонентов вот этих национализмов и так далее что-то собирать. Вот. Проблема в том, что те мыслители, которые вот предлагают какой-то проект украинской государственности вне России, у них обязательно ключевым элементом есть это вот что-то плохо сделать кому-то. Вот Ну да, между строк или напрямую. назначить Ну да, кого-то врагом. ну И да, да, знаете, да. как говорится, жить для того, чтобы, кого-то там побеждать, уничтожать, да, там покорять и так далее. Согласна. Ну да, постоянная борьба. Даже у Бандеры он же ж постоянно боролся, да, но вот люди его считают этим героем, да, почему? Потому что он боролся за независимую Украину, и у них это вот все говорят, и вот антиинтеллектуализм как раз включается, потому что, ну, ты просто задаешь проверочный вопрос. Дорогие, ну вот для вас Степан Андреевич Бандера, он вот герой, да. Почему? Потому что он боролся за Украину. Спрашиваешь, а результаты какие? Ну, Ну, и где да. это Украина, за которую он боролся? А в корневой государственный документ, акт провозглашения независимости, вот он хотел с Адольфом Гитлером союзную Украину построить. Вы такую хотите, да? Вот, он боролся за Украину, без результата. Соответственно, скажем так, горы этих самых потерь человеческих, реки крови и отсутствие Украины в конце пути. И Бандера герой. То есть, а если я, говорю, буду бороться за то, чтобы у каждого украинца было по $1 000 000, и тоже будет миллионы жертвы, реки крови, в карманах не миллиарды долларов, а долги, я тоже буду героем или как?
Вот, то есть, ну зачем ты нам задаешь вопросы? Нам же вот тепло и приятно думать о том, вот кто нам, кого киевский зомбоящик назначил этим самым героем, вот мы и ходим. А на самом деле они боятся, но не говорят правду, да. Вот правда для этих людей чужда. Они с этим Бандерой носятся, вот большая их часть, потому что, как им кажется, он бесит русских. Это вот опять элемент Но это опять же, антипроекта. да, вот то, о чем вы говорили, да, нужно же, Не ну позитивно относиться к Бандере за что-то. Вот он бесит русских, значит, он наш герой. Всё. да, даже как в том анекдоте, да, и ведь знали, что, говорит, назло, говорит, сделаем, да, то, что вот, русские сказали. Ну да. В анекдоте это какой анекдот? Это Ну, так как встречаются Микола и Тарас через 10 лет, это тогда, в 14 году, по-моему, рассказывали. Через 10 лет после Майдана. Ну, неправильный анекдот был, но все равно. И говорит: "Ну как, Микола, как дела?" "Ну вот,- говорит, дочка во французском борделе работает, жена, ну, элитном борделе. Вот. Жена подрабатывает у итальянских хозяев, ну, хорошие, добрые хозяева, там, это самое, подарки дарит на Рождество. Ну, а сын уехал в Германию, женился на местном парне, вот, и у них обычная европейская толерантная семья с европейскими ценностями. Слушал Микола Тараса, слушал, говорит: "Да, вот уж эти клятые москали". Говорит: "А москали-то тут при чём?" Говорит: "Ну как же ж, говорили не делать европейский выбор, но знали, что сделаем все наоборот". наоборот, да, Понимаете? Вот совершенно так. верно, я Да, это и имела в виду. Да. да, вот это вот. Александр, спасибо вам большое за разговор. Мне очень было приятно с вами лично познакомиться. Мне Вот, тоже привет вам из Москвы. Я из Москвы. спасибо. Вот, так что да. Я родом тоже из Москвы. Я знаю, поэтому я вам и сказала. Я Да, знаю, что вы из ну Москвы. хорошо, Так что приезжайте на свою малую ну родину. хорошо. Вот. Все, удачи вам, всего самого наилучшего. Увидимся. Спасибо. А удача нам всем понадобится. Да.